Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Вчера вечером было очень жарко на рынках, новости. У меня были две позиции, изначально не запланированные, но настолько это четкие, правильные с точки зрения всех моих условий сигналы, что пропускать их было нельзя. Получилось $730 профита за две позиции. Давайте на них посмотрим. Это Gold, золото, минутка. Вчера данные по процентной ставке в 9 часов по Москве. И давайте посмотрим на вот эту ситуацию. Я начал покупать в 21:00, как только открылся рынок. Обратите внимание на вот этот TC sell сигнал слева и на вот эти черные точки напротив TC-сигнала. Как только рынок стал их пробивать, это для меня сигнал к тому, что мы можем взорваться, то есть мы можем взлететь еще дальше. Это называется компрессия волатильности, когда сужаются графики, и затем мы выходим из этой зоны. И затем, когда свеча закрылась, мы видим, наш тренд-фильтр окрасился в зеленый цвет, и затем взлетел почти на $10. Посмотрите, меньше, чем за раз, два, 3 минуты. Рынок взлетел на $10, я взял тейк, и затем произошло то, что наши трейдеры, кто торгует по сканерам, по кластер-трейдер системе, обожают. Это пробой уровня, изменение на тренд-фильтре, обновление стрелочного сигнала вот здесь слева, и затем первая коррекция к пробитой зоне. Это потрясающее место, чтобы быть покупателем уже более консервативно, потому что это очень агрессивный бай вот здесь, предполагающий, что рынок должен сразу взлететь. Но что хорошо, здесь на самом деле не такие большие стопы были по сравнению с тем, какие они могут быть при дикой волатильности. Спреды были умеренные, и эта сделка принесла значительный профит. Ну и следующая, ничуть не хуже, я бы даже сказал, технически она намного проще, она лучше, она спокойнее. Пробой уровня, тренд-фильтр, пробой TC, и это у меня высветилось на сканере, который называется тренд-сканер, но здесь мы это уже не увидим, потому что это было вчера в американскую сессию, но тем не менее, да, это базовый наш сигнал на коррекции, buy, на ретесте структуры я забираю take, больше позиций не было, и здесь тоже получилось почти так же, как здесь, да, тоже порядка сотни пунктов, $10 цена прошла, тоже очень быстро, потом были разворотные, вот здесь мы видим наверху сигналы. В общем, когда рынки волатильны, куча возможностей при нормальной правильной торговой системе, торговой стратегии, либо сигнале делать профиты, потому что, например, в течение всей вот этой сессии американской до новостей вообще ничего не было. По золоту ты сидишь, смотришь на график, очень долго ждешь какие-то сигналы, а здесь все это происходит за считанные минуты, да, поэтому торгуйте в волатильные рынки и торгуйте надежные сигналы, используя автоматику, возможно, алгоритмический подход. Не обязательно, чтобы робот полностью торговал, но чтобы у вас информация уже высвечивалась на графике в виде, например, каких-то индикаторов, каких-то сигналов, стрелок, линий, неважно. То есть то, что постоянно может повторяться, на что вы можете обращать внимание и реагировать. Потому что если вы смотрите на голый график на минутном таймфрейме, и у вас несколько таких графиков, то вы не сможете охватить все ситуации или, скажем так, быстрее определить, какая наиболее выгодная. Потому что рынки быстро меняются, быстро двигаются. И, несомненно, автоматика, сканеры, индикаторы, программы, алгоритмы – это способ быть быстрее, это способ быть лучше. И это дает огромное преимущество интрадейщику. Также двигался индекс NASDAQ. Давайте на него посмотрим. Я его караулил. У меня была идея на buy. Сейчас я вам покажу, где
но я потом от нее отказался, потому что мы были под уровнем. На самом деле идеальная ситуация для покупки, причем их сразу две. Тоже возьмем вот эту свечу, которая в 21 час по Москве появилась. То же самое, да, мы видим тренд-фильтр зеленый, мы пробили TC Sell сигнал вот здесь, и вот она первая коррекция, потрясающая покупка здесь, но так как мы были возле уровня, я не стал брать, хотя мы видим за несколько минут, посмотрите, сумасшедшее просто движение по NASDAQ. Потом рынок пришел снова, приглашая опоздавших на борт, и тоже отлично отскочил, но вот этот топ-сигнал, вот это идеальный просто сигнал, когда мы пробиваем уровень, и затем быстрая коррекция к пробитому уровню, тренд-фильтр зеленый, пробитый TC, очень мощный сигнал, но так как я был в золоте и NASDAQ возле уровня, то я решил, что это не стоит того, чтобы так прям сильно рисковать. Ну и затем мы видим, NASDAQ разыгрался, и пошли одни из наших любимых сигналов. Это коррекции, это пробои, да, в общем, волатильность, да, это то, что нам нужно, чтобы делать профиты. Если вам интересно, если вы хотите использовать мои сигналы, мою торговую систему или мои сканеры, которые автоматически находят готовую ситуацию, которая наиболее вероятна и наиболее прибыльна, то ссылки под этим видео. Смотрите, изучайте и подключайтесь к нашему профессиональному сообществу. Всего доброго, до связи.